Музыка – это язык, в котором часто говорят не радость и триумф, а боль, утраты и внутренние сражения. Мы же часто воспринимаем серьезную музыку как нечто возвышенное, отделенное от реальности. Мы слушаем концерты, сонаты, симфонии, песни и не задумываемся, какой ценой они были написаны. За многими произведениями часто стоят судьбы, которые не укладываются в привычный образ гения у рояля. Некоторые композиторы создавали свои шедевры не в роскошных залах, а в нищете, в изгнании, в тюрьмах, в одиночестве. Лагеря, цензура, политические преследования, психиатрические больницы – это тоже часть истории музыки, это тоже часть ее звучания. Перед вами самые трагические судьбы композиторов. Видео разделено не по уровню страданий, а по темам, которые объединяют их. Франц Шуберт умер в 31 год от тифа после двухнедельной лихорадки. Согласно последнему желанию Шуберта, похоронили его на кладбище, где за год до того был погребен боготворимый им Бетховен. Шуберт всю свою жизнь жил в нищете, был практически неизвестен. Его музыка стала известной только после смерти. Неоконченная симфония, поздние сонаты, словно посмертные письма. Лили Буланже, француженка, первая женщина-лауреат Большой римской премии за свою кантату «Фауст и Елена». Кто не знает, римская премия – это награда в области искусства, существовавшая во Франции с 1663 по 1968 годы и присуждавшаяся художникам, скульпторам и архитекторам. В 1803 году была добавлена номинация «Композиторы». Лауреат Большой римской премии получал возможность отправиться в Рим и жить там от 3 до 5 лет за счет патрона премии. Первоначально им был король Людовик XIV. Умерла Лили в 24 года от туберкулеза кишечника. Так в то время называли болезнь Крона. Оставила потрясающе зрелые сочинения, полные предчувствия своего конца. Про сестер Буланже, Лили и Надю я рассказывала в этом видео. Исаак Альбенис – испанский композитор, пианист, один из основоположников Испанской национальной музыкальной школы. Врачи того времени не могли предложить эффективного лечения от его боли в пояснице. Для облегчения боли использовался морфий, а также проводилась скарификация – нанесение насечек на кожу, что, как ни странно, считалось попыткой облегчить его состояние. Хотя эта попытка сделать хоть что-то полезное представляется с современных позиций варварской. Однако доподлинно известно, что врачи, у которых консультировался Альбенис в Мадриде, считались лучшими специалистами того времени. Он умер в 49 лет от тяжелейшего нефрита. Писал музыку в изоляции и в страданиях. Джордж Гершвин – гений, объединивший джаз и классику. Самой масштабной и амбициозной работой в биографии Гершвина стала фольклорная опера «Порги и бес». Но уже через 2 года, в 1937 году, у Гершвина обнаружили симптомы опухоли головного мозга. Его поместили в клинику, где он и умер в свои 38 лет, не приходя в сознание после операции по удалению опухоли. Ушел на пике славы, оставив за собой незаконченные оперы и симфонии. Комитас – выдающийся армянский композитор, ученый-фольклорист, певец, хоровой дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель, отец армянской классической музыки. Выступал в Париже, Константинополе, Тифлисе, Лейпциге, Берлине. Завоевал признание как выдающийся этномузыковед. Пел и исполнял свои обработки с хорами, прославляя тем самым армянскую музыкальную культуру в Европе. Главная драма Комитаса связана с геноцидом армян 1915 года.
В апреле этого года, когда османские власти начали массовые аресты армянской интеллигенции, он оказался в числе 200 видных деятелей культуры и науки, которых депортировали вглубь Анатолии. Он чудом избежал физической расправы благодаря вмешательству влиятельных знакомых и иностранных дипломатов, но стал свидетелем жестокостей и гибели тысяч людей. Этот опыт вызвал у него тяжелейшую посттравматическую психическую травму. Вернувшись в Константинополь, он перестал сочинять, замкнулся и практически перестал общаться. Остаток жизни он провел в психиатрических клиниках под Парижем, не восстанавливаясь до конца. Умер в 1935 году в полном безмолвии, так и не вернувшись к творчеству. Похоронен в Ереване. Его могила стала местом национальной памяти. Мечислав Вайнберг. Советский композитор еврейского происхождения. В 1953 году был арестован как зять актера и режиссера советского театра на идише Соломона Михоэлса и как прибывший из-за границы. Ходатайство об освобождении Вайнберга писали Шостакович и советский композитор Николай Пейко, однако Вайнберг остался за решеткой. Освобожден был только после смерти Сталина. С 1954 года активно писал музыку для кино. Одним из первых советских композиторов начал использовать тембры электромузыкальных инструментов. Популярность приобрели песни Вайнберга к фильмам «Укротительница тигров», «Летят журавли», а также музыка к мультфильмам о Винни-Пухе и «Каникулы Бонифация». Витальд Лютославский. Польский композитор и дирижер, крупнейший в 20 веке. Во время Второй мировой войны был мобилизован, попал в плен, но сумел бежать по пути в концлагерь. Подрабатывал в варшавских кафе, собирая средства для артистов, скрывающихся от нацизма. После 1948 года польские сталинисты, следуя ждановским курсам, обвинили Лютославского в формализме. Жил под постоянной цензурой. Часть его сочинений была утеряна во время Второй мировой. Николай Сергеевич Жиляев, советский композитор, пианист и педагог. В 1937 году был арестован органами НКВД по обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже против Сталина. В 1938 военной коллегии Верховного суда СССР приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Портрет расстрелянного композитора висел на официальном сайте Московской консерватории имени Чайковского. Следует отметить, что перечисленные композиторы были впоследствии реабилитированы, то есть признаны невиновными, но легче от этого им, конечно же, не стало. Одни уже на тот момент отсидели сроки, других лишили жизни. Это, разумеется, не все репрессированные композиторы в СССР, а просто для примера. На сайте, посвященном жертвам политических репрессий, приводится список композиторов и музыкантов, репрессированных в годы советских политических репрессий. Антон Веберн, австрийский композитор, аристократ, один из основателей новой венской школы. Его музыку при нацистах называли дегенеративной. Но среди тех, чью музыку причисляли в Третьем рейхе к дегенеративной, было много и неевреев. В частности, помимо Веберна, это был один из крупнейших немецких композиторов своего времени Пауль Хиндемит, также венгр Бела Барток. Кстати, среди запрещенных Геббельсом композиторов мы найдем несколько выходцев из России. Это был Стравинский и Михаил Гнесин. Жизнь Веберна оборвалась трагично в 1945 году. 15 сентября около 10 часов вечера, выйдя из дома своего зятя, чтобы выкурить сигару, Веберн был застрелен из пистолета 3 выстрелами в упор солдатом, а точнее поваром американской армии. По ошибке, принявшим вспышку спички, зажженной Веберном, за что-то другое. Повар оправдался тем, что стрелял в целях самообороны,
будучи в возбужденном, а вернее нетрезвом состоянии. Вдове Веберна пришлось доказывать американским властям в письменной форме, что ее муж по состоянию здоровья и по своим принципам не мог нападать на кого-либо, особенно на солдата. Альфред Шнитке в 1985 году пережил свой первый инсульт. После констатировали обширное кровоизлияние в мозг и трижды фиксировали клиническую смерть. Однако через 2 месяца он вышел из больницы. Его творчество подвергалось цензуре в СССР, в том числе и потому, что в 1990 году Шнитке и его жена получили немецкое гражданство. Писал в тишине и физическом страдании. Сочинения его наполнены болью. Его музыка – это сплошная метафизическая боль. Он создавал произведения, в которых соединялись элементы различных музыкальных эпох и стилей, часто вступающие в конфликт друг с другом, что отражало сложную и противоречивую природу современного мира. В 1991 году Шнитке постиг второй инсульт, но кровоизлияние коснулось только мозжечка, и после операции Шнитке быстро поправился. Через 3 года, в 1994 году, третий инсульт, самый тяжелый по последствиям. Не действовали уже правая рука и правая нога. А главное, он не мог говорить, и речь к нему уже не вернулась. Свой 60-летний юбилей он встретил в госпитале под Гамбургом, отныне ставшим его вторым домом, принимая множество поздравлений от друзей и почитателей его творчества. Поздравительная телеграмма приходила и от президента России Бориса Николаевича Ельцина. До конца Шнитке сохранял творческую активность. Левой рукой писал партитурные тексты. Умер он через 4 года, в 1998 году, от обширного инсульта. Чарльз Айвс работал страховым агентом. Его музыка не воспринималась при жизни, игнорировалась критиками. Он оказался гением, понятым лишь посмертно. Скотт Джоплин, отец рэгтайма, в свое время был вытеснен расизмом и предрассудками. При жизни его музыка воспринималась афроамериканской общиной как слишком белая, а белыми, напротив, как слишком черная, не отвечавшая классическим канонам. Интерес к творчеству Джоплина возродился в 1970-х годах. Умер в психиатрической клинике от сифилиса. Его похоронили на кладбище для бедняков, где могила оставалась необозначенной в течение 57 лет. Фанни Мендельсон, старшая сестра Феликса Мендельсона. Наряду с Кларой Шуман и Луизой Фаранг, Фанни Мендельсон наиболее известная среди женщин-композиторов XIX века. Ее собственные сочинения издавались под именем брата. Она выступала с воскресными концертами, в том числе исполняла Баха, Моцарта, Бетховена, а также сочинения брата. Во время одного из таких выступлений она скончалась. Брат, впавший после ее смерти в глубокую депрессию, умер через несколько месяцев. Лили Буланже уже была в этом видео. Она одна из немногих, кто пробился, но за это заплатила слишком высокую цену. Петр Ильич Чайковский. Смерть при загадочных обстоятельствах. Существует целый ряд версий, которые я разбирала в этом видео. Там есть версии о приговоре за гомосексуальность, то есть вынужденное самоубийство, версия о политическом заговоре и медицинская версия с осложнениями. Интересно, что уже в 20 веке анализ исторических документов показал, медицинские симптомы, зафиксированные врачами, действительно совпадают с тяжелой формой холеры. Однако необычно то, что в те дни в Санкт-Петербурге умирали в основном бедняки, а случай с Чайковским стал почти единственным в аристократических кругах, что и подогрело слухи. Так что причина смерти Петра Ильича до сих пор остается предметом дискуссий у историков и музыковедов. Курт Вайл эмигрировал из нацистской Германии в Париж, а затем в США.
Продолжал там активно работать в жанре музыкального театра и мюзикла. За американский период жизни Вайл написал 10 мюзиклов, которые наряду с мюзиклами Джорджа Гершвина и Ирвинга Берлина вошли в число наиболее популярных. Вайл страдал гипертонией и, по воспоминаниям современников, вел крайне напряженный образ жизни, работая почти без отдыха. Он игнорировал рекомендации врачей и продолжал работать над новым мюзиклом. За день до смерти он чувствовал себя плохо, но списал недомогание на усталость и простуду. Ночью боль усилилась, и утром 3 апреля 1950 года внезапно умер. Его смерть стала шоком для американской музыкальной сцены. Вайл был в расцвете творческих сил и считался одним из главных новаторов Бродвея. Его жизнерадостная музыка на самом деле скрывает трагедию оторванности и потерю Родины. Конечно же, в это видео могли бы также войти история трагической судьбы Шумана, Шопена, Таривердиева, Рахманинова, Бабаджаняна, Шостаковича, Мусорского, Скрябина, Штокгаузена. О многих из них я уже подробно рассказывала на канале. О болезнях и личных драмах, эмиграции и вынужденном молчании, о борьбе с непониманием современников. Например, тот же Шостакович снимал о нем очень много, полно. Трагичность судьбы Дмитрия Шостаковича – это прежде всего история гения, вынужденного жить и творить под постоянным давлением тоталитарного режима, балансируя между личной честностью и необходимостью выживания. Вы помните, что он жил в ожидании ареста, держал у двери чемодан с вещами, чтобы не будить семью, если за ним придут ночью. Его произведения часто подвергались правкам и запретам. Он научился писать двухслойную музыку. На поверхности героический или оптимистичный образ. В подтексте трагедия, ирония, сарказм. Его заставляли подписывать письма в поддержку репрессий и осуждения коллег, хотя он внутренне был против. Наверное, мы надеемся. Ведь все же в частных беседах и через зашифрованные музыкальные аллюзии он выражал протест. В целом все эти истории – отдельные главы в большом повествовании о музыке, в котором биография и творчество сплетаются так тесно, что уже невозможно отделить одно от другого. Хотя несведущие тут частенько пишут в комментариях, мол, искусство отдельно, все остальное отдельно. Ха-ха-ха. Музыка не существует сама по себе. Если вы уберете из музыки контекст, вы оставите только красивую оболочку, но она будет пустой. Музыка дышит только пока в ней живет история человека. Музыка не висит в безвоздушном пространстве, как безымянная звездочка на черном небе. Она питается воздухом времени, вбирает в себя запахи улиц, шум голосов, страхи и надежды эпохи. Она пропитана личным опытом автора, даже если композитор этого не признает или пытается скрыть. Когда мы слушаем меланхоличные мазурки Шопена, мы слышим тоску по родине, которую он так и не увидел вновь. В симфониях Шостаковича гул шагов, доносящиеся по лестнице в 3 часа ночи, и сдержанный стук в дверь. В музыке Таривердиева горькая нота одиночества, спрятанная за улыбкой мелодии. Именно поэтому я никогда не отделяю ноты от судьбы их автора. Это очень непрофессионально, по-детски наивно. Без предыстории мы рискуем превратить музыку в декоративный фон, лишенный глубины и смысла. Когда отрываешь произведение от его автора, от времени, в котором он жил, от обстоятельств, в которых оно родилось, ты оставляешь только звук, но убиваешь его душу. Это как смотреть на фотографию, не зная, кто на ней изображен и что он пережил в тот момент. Не делайте так. Вначале нужно задуматься о контексте и не позволяйте остальных отбрасывать эти сопоставления, ведь, как правило, они очень неудобны. Музыка – это всегда диалог. С нами разговаривает не произведение номер 5 до минор,
а живой человек, который либо радовался, либо страдал, либо боролся за право быть услышанным. И если мы хотим понять этот язык, мы обязаны знать, кто этот человек и через что он прошел. Именно в этом настоящая профессиональная честность музыканта и слушателя. Если вы пропустили все эти выпуски, которые упоминаю, обязательно посмотрите. Ссылки оставлю. А впереди нас ждет еще много открытий, ведь за каждым произведением, которое мы любим, стоит живой человек со своей болью, надеждами и выбором, который он сделал. Пишите в комментариях, о чьей судьбе вы хотели бы узнать больше. Поддержите канал, поставьте лайк, напишите любой комментарий, если считаете, что о таких историях нужно говорить. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!